Приветик, друзья! Ну что ж, сегодня вас ждет новая, эффективная и очень оригинальная тренировка на нижнюю часть тела. А именно, мы будем сегодня работать с вами на просушку ваших бедер и ягодиц. Будем прорабатывать всю эту нижнюю часть тела до жжения. Я знаю, вы любите, когда у вас такое впечатление, что все отвалится. И сегодня я вас буду знакомить с новыми тренажерами, с такими маленькими, но очень эффективными помощниками. Это вот такие вот малюсенькие резиночки. Если вы помните, я уже делала тренировку с подобными резинками этой же фирмы Атлетика 24, но они были гораздо больше. В этот раз у них появилась новинка, вот такие малюсенькие резинки, и это очень крутая вещь. Во-первых, они в таком маленьком мешочке, их можно брать с собой везде, куда вы только захотите, и с ними можно выполнять немножечко другие упражнения, которые мы, в принципе, сегодня с вами сделаем. Они на самом деле очень и очень недорогие, поэтому мне кажется, это будет очень хороший подарок вам и вашему телу на Новый год. Ну что, давайте начнем, потому что упражнения действительно очень-очень классные. Ну что ж, поехали. Берем нашу желтую резиночку самой слабой натяженности и закрепляем ее у себя на щиколотках. Сейчас мы будем с вами делать первое упражнение. Оно будет очень легким. Руки перед собой. Мы приседаем и затем, когда поднимаемся, поднимаем одну ногу, затем вторую. При подъеме делаем выдох и садимся как можно глубже. Коленки у нас не выходят за носки и не направляются внутрь. Выдох. Сели. Выдох. Ногу стараемся как можно выше поднимать. Также нога у нас ровная, носок натянут. Сели. Выдох. Выдох. Пониже садимся. Хорошее разминочное упражнение. Оно уже выполняется гораздо сложнее, чем было бы без этой ленточки. Выдох. Еще немножко. Повыше ногу. Отлично. Теперь делаем прыжки к себе. Ноги ставим и затем расставляем в стороны. Садимся тоже довольно-таки низко. В центр расставили. В центр расставили. Старайтесь, чтобы лента у вас действительно натянулась, когда вы расставляете ноги в стороны. И еще чуть-чуть. Вместе расставили. Бодрее. И еще совсем немножко. Вместе расставили. Есть. Отлично. Отдыхаем. Ленту мы не снимаем. Так в ней и отдыхаем. Расставляем ноги в стороны, то есть делаем такой широкий шаг и тем самым отдыхаем. Приседать не нужно, ноги у нас ровные, просто делаем широкие шаги. Вы должны почувствовать, в какой зоне у вас сейчас напрягаются мышцы ног, то есть в данном случае у нас внешняя поверхность бедра работает, когда мы натягиваем ножку. Пока что мы восстанавливаем дыхание, расслабляемся, готовимся к более сложным упражнениям. Ноги уже горят, я знаю. Еще чуть-чуть. Ноги пошире расставляем. Подняли руки, сделали глубокий вдох. Выдох, опустили еще разок. Подняли выше. И опустили. Молодцы. Теперь мы снимаем эту ленту и берем уже немножко посложнее, то есть усложняем наше упражнение. У меня будет зеленая ленточка. Закрепляем ее у себя на щиколотках. Становимся ровно и отводим назад ножку. Сначала одна, затем вторая. И корпус у нас старайтесь держать неподвижным, то есть мы стоим ровно и отводим только одну ногу. В данном случае у нас работают ягодицы. Старайтесь тоже ногу не сгибать в колени, чтобы ягодичные мышцы у нас все время работали. Иначе, если вы будете сгибать ногу, то вся нагрузка будет уходить на бицепс бедра. Нам все-таки главное это ягодицы. И старайтесь как можно выше поднять ногу, при этом не наклоняя корпус. Натягиваем носочек, когда поднимаем ножку. Еще чуть-чуть.
Подняли к себе, подняли к себе. Еще немножко и окончили упражнение. Теперь поднимаем нашу ленту повыше, уже на уровень коленок. И будем делать перекрестные выпады, то есть мы немножко косо уходим ногой назад и становимся в центр. Если у вас будет сползать ваша лента, немножечко поправляйте ее просто руками, ничего страшного. И мы уходим косо немножко. Нога идет не назад, а косо от первой ножки. Колено у нас за носок не выходит, следите за этим обязательно. И когда встаем, делаем выдох. Молодцы, продолжаем. И сели, встали, выдох. Можно поправить ленту, ничего страшного. Еще немножко. Стараемся не отдыхать между упражнениями, да? Не сели и встали. Еще совсем чуть-чуть. Есть. Отлично. Я уже устала, но мы продолжаем. Мы ставим ножки на ширине плеч и теперь вращаем коленками к себе. Когда мы расставляем ноги в стороны, мы натягиваем нашу ленту, и у нас работает очень хорошо внутренняя и внешняя поверхность бедра. Это очень хорошо чувствуется в этом упражнении. Главное, спинку держать ровной и вот таким вот образом вращать колени. Сначала по часовой стрелке, затем против нее, как уже вам больше понравится. И раскрываем наши бедра как можно шире, чтобы почувствовать натяжение ленты. Отлично. Молодцы. Снимаем эту ленту и переходим к более сложной. Да, сегодня у нас сложная тренировка, действительно. И это будет предпоследняя с третьим натяжением лента. С 3 кружочками. Одеваем ее на ножки. Молодцы. Ложимся. Мы на животик. И теперь тоже выполняем схожее упражнение, но уже лежа. Поднимаем ногу. Корпус у нас тоже неподвижен. Потом вторую. Одна ножка, затем вторая. Отлично работают ягодицы. И будьте внимательны, когда поднимаете одну ногу, вторая у вас остается на полу неподвижной, чтобы действительно возникало натяжение. И как можно выше. Работают ягодицы, бицепс бедра. Отличное упражнение. Также немножко задействована поясница, что очень хорошо. Когда поднимаем, делаем выдох. Ножку старайтесь тоже не сгибать особо в колени, чтобы она была прямой. Отлично, теперь перевернулись на бочок. И в таком же положении упираемся рукой в пол, поднимаем ногу. Тоже старайтесь держать ее прямой. Уже это выполняется упражнение гораздо сложнее, но эффект от него просто потрясающий. Бедра действительно горят, внешняя поверхность бедра, вот эти ушки, вот это галифе, все убирается, поэтому работаем. Это то, что нужно для просушки бедер и ягодиц. Действительно, вот эти упражнения с лентами – это проработка на просушку, то есть на жжение в мышцах. Совершенно другая история. Так, поднимаем нашу ленту как можно выше, закрепляем ее на коленках и теперь разводим ноги в стороны. То есть уже работает опять же внешняя поверхность бедра, ягодицы, боковая их часть очень хорошо прочувствуется. Совершенно другие опять же эмоции, впечатления от этих упражнений. Очень особенно вот это упражнение мне очень понравилось. Да, вот я действительно здесь чувствую эту часть. Как можно дальше разводим и не задерживаемся в центре, когда сводим ножки. Сразу же их разводим, чтобы мышцы не отдыхали. Этого нам не нужно. Еще немножко. Отлично.
Переносим опять нашу ленту на щиколотки и поворачиваемся на другую сторону. Повторяем. Поднимаем нашу ногу. Как видите, мы не отдыхаем практически. И поднимаем как можно выше ее. Чувствуем, как бедра напрягаются. Выдох, вдох. Вторая нога у нас просто прибита гвоздями к полу. Мы ей не двигаем вообще. И еще немножко. Есть. Отлично. Переворачиваемся, закрепляем нашу ленту на коленках. Ноги сводим вместе и теперь коленки расставляем в стороны. И не задерживаемся в центре, сразу же их разводим. Развели, точка небольшая, задержались и свели обратно. Затем сразу же разводим. Выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы, продолжаем. Еще осталось совсем чуть-чуть. Одна ленточка нам осталась. Самая сложная, но одна. Еще чуть-чуть. Есть. Молодцы. Мы сделали это упражнение. Убираем теперь эту ленту. Умнички. И берем синюю, последнюю, самую сложную по натяженности ленту. Закрепляем ее на уровне коленок. И теперь делаем такие вот шаги в сторону, при этом мы приседаем, то есть не поднимаемся, мы не встаем. И шаги у нас как можно шире, постарайтесь их как можно шире сделать. Почувствуйте натяжение, вот сейчас уже бедра просто добиваются, последние повторы остались. Уже с последних сил мы это все делаем. Как можно шире делаем шаги. Старайтесь дотерпеть эти последние повторы. Ягодицы, бедра уже просто отваливаются. Отлично, сели на одном месте и теперь пружинкой садимся. Коленки у нас не выходят за носки. Старайтесь просто пропружинить эти последние повторы, добить до жжения просто. И теперь шаг в сторону, шаг у нас пошире, и мы в таком же положении пружинимся. Ниже, ниже, спинка ровная. Еще чуть-чуть. Терпим. Есть. Отлично. Это было сильно. Ну что, ребят, вот и закончилась наша тренировка. Я очень надеюсь, что упражнения вы выполните, их попробуйте обязательно, потому что нагрузка, которую вы получаете с помощью таких подобных резиночек, она совершенно другая, и мышцы ваши чувствуются совершенно по-разному. Так что обязательно ее попробуйте. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео, в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока!